Всем привет, меня зовут Дмитрий Белусов, вы на канале Easy China Business, где мы рассказываем про то, как работать с Китаем правильно. Это будет длинное видео, поэтому запасайтесь чайком, кофейком, печеньками и прочим. Будем рассказывать в нем, как защищать вашу интеллектуальную собственность в Китае. Друг вам будет китайская фабрика или враг. И специально для этого я пригласил эксперта из международной компании FOBI, Марьяну Рожак. Привет, Марьяна. Здравствуйте, Дмитрий. Да, будем обсуждать, как правильно передавать дизайны, как правильно передавать все, что касается наработок нематериальных в Китай фабрикам, чтобы потом иметь возможность защитить свои интересы и случайно не увидеть свои товары на полках соседних магазинов, куда вы их не поставляли. Поэтому первый вопрос так и будет звучать. При взаимодействии с фабриками мы можем полагаться на них как на нашего верного партнера, или они могут в каких-то случаях оказываться, так скажем, по ту сторону баррикад. Были ли в вашей практике какие-то случаи, где клиенты взаимодействовали как-то с фабриками, и потом с ними происходили неприятные вещи относительно их там каких-то наработок, брендов, торговых марок, дизайнов и так далее? Распространенное заблуждение считать китайскую фабрику надежным и долгосрочным партнером, который будет защищать ваш бренд, потому что реальность такова, что значительная часть китайской экономики исторически строилась на использовании незащищенной интеллектуальной собственности иностранных компаний. И даже если вы годами производите товары на одной фабрике, вы уже имеете хорошие личные отношения с этой фабрикой, это не гарантирует то, что ваш бренд все-таки останется только вашим. Если ваша торговая марка не зарегистрирована в Китае, производитель может без вашего согласия подать заявку на регистрацию вашего же бренда в Китае. После этого эта фабрика получает законное право использовать эту торговую марку в Китае, а вы оказываетесь в зависимом от фабрики положении, потому что потом вам придется покупать лицензию на использование этой торговой марки или заключать другие невыгодные для вас соглашения, просто для того, чтобы продолжить выпуск вашей продукции под этим брендом. И да, такие кейсы у нас были, когда наши клиенты работали на рынке Китая, сотрудничали с фабриками, не регистрировали свои торговые марки, потом эти же фабрики воровали эти торговые марки, и приходилось заключать лицензии для того, чтобы просто их потом использовать. Причина очень простая. Китайское законодательство применяет принцип первого заявителя. То есть кто первым подал заявку на регистрацию торговой марки, получает на нее права. А даже если фактически создателем есть вы, и первым пользователем этого бренда есть вы, все равно кто первый подал заявку, тот и владелец. А что первично? Зарегистрировать свою торговую марку в своей стране, зарегистрировать свою торговую марку в стране, где ведутся основные продажи, или зарегистрировать свою торговую марку в стране, где производится товар, ну, в нашем случае это в Китае. Я бы рекомендовала делать все это одновременно, потому что то, где вы регистрируете торговую марку, не распространяется на другие страны. Продаете товары в других юрисдикциях, я рекомендую регистрировать в всех этих юрисдикциях торговую марку для того, чтобы ее не украли, потому что она действует только там, где вы ее зарегистрировали. То есть если в Китае, только в Китае, если в другой стране, только в другой стране. То есть это все нужно делать одновременно. То есть нет какой-то универсальной регистрации торговых марок, где ты зарегистрировал, и оно сразу везде по всему миру зарегистрировано. Такой функции ни у вас, ни в других компаниях в принципе не существует, верно? Ну, вообще, такая функция существует. Это есть Всемирная организация интеллектуальной собственности, где вы можете подать заявку, выбрать страны, в которых она будет действовать, и одной заявкой подавать свою торговую марку. Но все равно вы будете вынуждены сотрудничать с ведомствами тех стран, в которых вы будете подаваться. То есть это упрощает саму подачу, но все равно регистрация, вы все сборы необходимые будете оплачивать во всех юрисдикциях, они будут такие же, как и подавать отдельные заявки. Сроки тоже будут отличаться в каждой юрисдикции, но такая возможность все равно существует. Вы можете подать одну заявку в нескольких странах через Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
Мгм, я понял. С этой всемирной организацией собственности лучше взаимодействовать какому-то предпринимателю из любой страны самостоятельно или с помощью какой-то компании, там, посредника? Как будет проще это делать? Это проще делать с компанией, потому что эксперты имеют достаточно опыта в этом деле, и все ошибки формальные учитываются при подаче. И если там будут какие-то нюансы, то вашу заявку могут отклонить, поэтому я рекомендую делать это с юристами, чтобы иметь позитивный и успешный результат. В итоге с компанией это будет быстрее, можно не допустить каких-то ошибок и, в общем, просто кому-то делегировать этот процесс, как и прочие какие-то там стандартные юридические вопросы. Примерно такая Да, да. логика, да? Да. Хорошо. По вашей практике, от какой суммы должен, наверное, начинаться, так скажем, проект человека? То есть человек думает, вот генерируем ситуацию. Приходит человек, допустим, к нам и хочет там производить некий товар. Допустим, у него бюджет там, не знаю, 10 тысяч долларов или 50, ну пусть будет 10. Вот ему надо для того, чтобы производить товары на 10 тысяч долларов, регистрировать торговую марку. Есть ли какой-то потенциал, что ее уведут? Или, может, у вас есть некие соображения, от каких сумм наступают такие риски более вероятно, или от каких сумм затраты на регистрацию торговой марки не будут слишком большими по отношению к общему бюджету? Ну, вообще тут как бы смотреть на суммы не надо, потому что очень часто воруют торговые марки, которые только выходят на рынок, то есть это не зависит от того, как товар продается, насколько он успешен, сколько вы в него вложили и так далее. То есть появляется новый бренд, и в Китае его сразу воруют, регистрируют на себя и делает продукты под вашим брендом от своего имени. Поэтому тут я не могу отталкиваться от каких-то сумм. Нет такого опыта, и э, это может случиться даже на самом начале вашей деятельности. Тогда в этот процесс по регистрации торговой марки имеет смысл включаться на самом начальном этапе. Сколько времени займет этот примерно процесс? То есть человеку надо дождаться, пока Это что-то зарегистрируется, или можно параллельно уже начинать и некий поиск фабрики производства, и параллельно регистрацию марки. Это параллельный или последовательный процесс? Вы можете делать это параллельно, так как я уже сказала, в Китае действует правило первого заявителя, то есть если вы уже подали заявку в ведомство, вы уже можете там эм, вести свою деятельность в этой юрисдикции, но заявку нужно подать в самом начале, только как вы заходите на этот рынок. Допустим, регистрирует торговую марку на себя иностранец и регистрирует китайская фабрика. Один же как бы является, ну, как бы в юрисдикции Китая, да, фабрика, контрагентом китайским, а другой является иностранным контрагентом. Есть ли какая-то разница в процедуре, в стоимости процедуры, в длительности процедуры, или все абсолютно одинаково? Все абсолютно одинаково. Тогда сам процесс вот этой первичной подачи на заявку, насколько он простой, не знаю, там дешевый, дорогой, то есть фабрика все, что к ней приносят, там на завтра бежит, подает, или это тоже все-таки даже со стороны фабрики некие затраты по времени, по деньгам, и она еще думает, там, подавать все или не подавать. Насколько это просто вот первично прийти, подать заявку. Регистрация торговой марки в Китае достаточно недорогая и простая. Вам, то есть фабрики, или вам достаточно просто проверить ваш бренд на похожесть с другими уже зарегистрированными торговыми марками, потому что если он будет слишком похож с уже зарегистрированной, то вы получите отказ. Также потом вам нужно заполнить все необходимые документы и подать их в ведомство. Процедура достаточно простая, но все равно нужно внимательно к этому подходить, чтобы не допустить ошибок при подаче. Надо ли клиенту, который хочет зарегистрировать свою торговую марку в Китае,
быть неким контрагентом в Китае, то есть иметь там свое юридическое лицо или физически находиться заявителю в Китае, или все это можно делать абсолютно без какого-либо присутствия юридического и физического в Китае? Это не обязательно, вы можете делать это без юридического и физического присутствия в Китае. В таком случае заявителем будет, допустим, там некое физическое лицо по номеру его паспорта или что-то вроде этого, да? Да-да-да, вы готовите свои документы, паспорт, ваше имя, фамилия, адрес, все это будет отображаться в реестре и в вашем свидетельстве о регистрации. Со- Этого достаточно, и это возможно для лиц из других юрисдикций. Соответственно, адрес я могу заявить там некий там Чехия, там Прага, там какой угодно. Да-да-да, абсолютно верно. Подскажите, а есть какое-то принципиальное отличие? Вот мы говорим бренд, торговая марка, используем сейчас эти слова как некие синонимы. Это, в принципе, в данном контексте синонимично или это разные вещи? Да, это синонимично. Торговая марка — это само название и лого. Ну, бренд уже — это понятие более широкое. Оно включает в себя и торговую марку, и логотип, и позиционирование вашей компании. Но регистрируется, когда мы говорим про регистрацию в бренд и торговая марка, то здесь это одно и то же. Мгм. То есть То есть мы имеем в виду название вашей компании, и если у вас есть логотип, то и логотип. регистрировать мы будем вполне какие-то понятные вещи, то есть это будет некое Да, написание там компании, некий ее логотип там нарисованный и кому это принадлежит, то есть какие-то да, визуально понятные вещи. да, 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 да. Хорошо, а как быть с такими вещами, которые у нас чуть более, ну, физически ощутимы? Например, мы вот, например, часто оказываем услуги OEM или даже больше подходит ODM производства, в ходе которых мы вместе с клиентами разрабатываем некий товар с нуля. Для этого, если товар этот делается, например, из пластика, нам часто приходится делать определенные металлические молды, формы, такие вот большие квадратные вещи металлические, которые стоят 5-10 тысяч долларов. И из этой формы отливается корпус, ну, допустим, чего-то там, кофеварки некой, допустим, да, и, соответственно, получается некий дизайн отдельный. То есть как можно защитить свои права на вот этот дизайн и как можно, произведя вот эту форму или молд, убедиться в том, чтобы она не использовалась потом для других компаний. Ее же физически нельзя все время туда привозить, увозить, привозить, увозить. Ты ее производишь, передаешь фабрике, либо, как правило, делегируешь самой фабрике производство этого молда, потом фабрика из нее штампует для тебя корпуса. Когда не штампует, подразумевается, что эта форма просто лежит на полке, ждет тебя. Но как можно защитить себя, чтобы она Мгм. именно лежала там какая-то опечатанная, так скажем, а не штамповалась этот молд и этот дизайн для кого-то другого? Вам нужно заключить договор с фабрикой о том, что этот молд принадлежит только вам. Вы должны прописать о том, что вы ограничиваете использование, то есть вам нужен пункт о том, что вы запрещаете производство с использованием вашего молда для других клиентов без вашего соглашения. И также вы можете сделать чертежи и зарегистрировать дизайн. В Китае это промышленный образец называется. То есть это договор, и дополнительно это может быть регистрация, если вы видите, что у вас как бы этот товар будет успешным, достаточно хорошо продаваться, вы можете зарегистрировать промышленный образец в Китае. И это выглядит так, что вы формируете чертежи этого молда и регистрируете в Китае. Там похожая процедура, как и в торговой марке. И вот этот дизайн уже будет защищаться так. Но проще это заключить договор с фабрикой и запретить использование для третьих лиц.
То есть это выходит у нас разные процедуры. Заключить договор с фабрикой — это мои взаимоотношения как клиента с фабрикой. Сделать патент на промышленный образец — это мои взаимоотношения с государством Китая, которое уже Да, будет защищать мои интересы. да, да, То да, есть я могу абсолютно сделать верно. либо что-то одно, либо и другое, в принципе. Да, А как да. этот договор точно называется, вот, который вы говорите? Ну, это может быть договор о сотрудничестве, в котором вы договариваетесь о том, в каком контексте вы будете сотрудничать, что обязуется делать для вас фабрика, как вы будете оплачивать эту работу, например, ну и включить в этот договор такие пункты, которые будут вас защищать. Это тот пункт, который будет свидетельствовать о том, что вы есть собственником этого молода, и также о запрете использования третьими лицами. То есть это может быть договор о сотрудничестве. Мы вот в начале, я забыл сделать анонсы, что мы тем, кто смотрит это видео, и, кстати, надеюсь, поставит тут лайк и, если считает это все полезным, с кем-то поделится для продвижения данного видео. Вот можем ли мы для тех, кто заинтересовался, предоставить бесплатно какие-то шаблоны. Вот, например, шаблон этого договора, потому что часто сталкиваются люди с производством молдов, чтобы люди могли скачать, ну, и если они там не хотят или не в бюджете их пользоваться чьими-то услугами, они хотя бы по этому шаблончику самостоятельно воспользовались этой полезностью. Да, конечно, мы предоставим такой шаблон, которым вы сможете пользоваться. Он на английском языке будет? Да, Все вот эти договора, которые мы заключаем с фабриками, мы в данном контексте можем делать на английском, не обязательно их делать на китайском, да? да, не обязательно делать на китайском. Отлично. И это всегда надо оформлять именно отдельным договором, либо при желании это можно вставить как отдельный пункт в договор про закупку того или иного товара. Да, вы можете включить эти пункты и в договор о закупке товара. То есть, в принципе, тут как-то это не формализовано, главное, чтобы это где-то было Да, да, да. письменно Главное, оговорено. чтобы оно было. Да, 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 это очень важно. И насколько, вот мы сейчас проговорили некие такие, по моему мнению, теоретические, может даже практические инструменты по защите своих прав, насколько на практике это помогает. То есть вот, допустим, заключил я с кем-то такой договор. Вот если фабрика его нарушила, этот договор, какие у меня дальнейшие действия и действительно ли этот договор имеет свойство остановить фабрику от действий по копированию моих молдов? Это действительно хороший инструмент, потому что потом вы можете или, если этот товар продается на маркетплейсах, к примеру, Alibaba или других китайских маркетплейсах, вы можете блокировать там ваших конкурентов, которые нарушают ваши права с помощью этого договора или с помощью регистрации, о которой мы говорили ранее. И также вы имеете право обращаться в китайские суды, таким образом защищать свои права, оговоренные в договоре. Поэтому это эффективно и работает на самом деле. А что первично? Вот если я увидел, заключил договор, увидел свой товар на какой-то площадке, я туда просто обращаюсь на площадку с какой-то жалобой, или я все-таки сначала иду в суд, а потом уже с неким решением или там до судебной претензии обращаюсь на площадку? Обращайтесь на площадку, там есть форма, это жалоба за DMCA называется, на каждом маркетплейсе есть такая форма, вы можете туда обратиться, заполнить ее, это очень просто отправить, и тогда маркетплейс вам отвечает, что ваш конкурент заблокирован или заблокирован на какой-то срок. И после этого вы можете обращаться в суд и после обращения править маркетплейсу подтверждение своего обращения в суд. Это будет дополнительным бонусом, скажем так, и это будет дополнительной гарантией блокирования конкурента. Мы проговорили отдельно про дизайн, промышленный образец, мы отдельно проговорили про торговую марку. Чем это между собой отличается? И надо ли это делать последовательно, сначала торговую марку, потом защита там дизайна или промышленного образца, или можно делать только что-то одно из этого? Нет, нужно делать и то, и другое, потому что они защищают абсолютно разные объекты. Торговая марка защищает ваш бренд, ваше название, ваше лого,
промышленный образец защищает внешний вид вашего продукта, поэтому нужно это регистрировать отдельно. Промышленным образцом вы защищаете визуальную форму вашего продукта, не название, а также наоборот по поводу торговой марки. Вы защищаете только название и ваше лого без визуальной формы вашего изделия. Могу ли я податься только на патент на промышленный образец, но не регистрировать там свою торговую марку? Да, вы можете, но только это то, о чем мы говорили в начале, если вы не зарегистрируете название, его своруют ваши конкуренты, и вы, то есть, если вы зарегистрируете только дизайн, он никаким образом не защитит ваше название. И все равно риск того, что его заберут и зарегистрируют ваши конкуренты, остается высоким. Поэтому нужно регистрировать и то, и другое. То есть на практике все-таки и то, и другое. Как долго длится такая регистрация? Вот мы подались, но когда это примерно будет закончена торговая марка и промышленный образец или вот патент на дизайн, когда будет закончен после подачи? Это где-то 12-18 месяцев. То есть это такой достаточно длительный процесс, но средние сроки вот такие вот от года до 1,5 года. А почему такой длительный срок? Они там прогоняют это по всем базам, сравнивают или почему? Я просто себе не могу даже представить. Потому что они проверяют, прогоняют по базам, вы проходите формальную экспертизу, ваша заявка, идут исследования по вашей заявке, и также это зависит от загруженности эксперта, который занимается вашей заявкой. То есть у него может быть еще много таких заявок, и он в порядке очереди, и их всех рассматривает. Поэтому нет и точных сроков. И также это зависит от того, будут какие-то замечания к вашей заявке. То есть вам могут отправить замечания, у вас есть какое-то время для того, чтобы ответить и исправить, и таким образом это происходит. Поэтому это зависит от правильности подачи вашей заявки и также от загруженности эксперта, который будет ее рассматривать. А носит ли эта регистрация какой-то локальный характер? То есть, допустим, если я в одной провинции произвожу товар, мне в этой же провинции надо это регистрировать? Или это вот по всей стране, неважно, куда ты обратишься, и неважно, где ты производишь и так далее? Нет, это по всей стране. В Китае есть один официальный офис интеллектуальной собственности, в котором вы вынуждены регистрировать ваш бренд или ваш дизайн. То есть вам не нужно отталкиваться от провинции, это все на государственном уровне. Можете рассказать, может, какие-то случаи из вашей практики? То есть, допустим, с какими товарами люди чаще всего прибегают к подобным услугам? Или на каких рынках люди продают товары и прибегают к этим услугам, чтобы у аудитории, которая просмотрит наше видео, тоже сложилось некое впечатление причастности к тому или иному рынку или товару, и они подумали, что да, действительно, надо все-таки, наверное, двигаться в этом направлении. На самом деле товары разные, достаточно это могут быть как и чехлы к телефонам, стульчики, их на самом деле много, и это зависит от юрисдикции, в которой они ведут свою деятельность, потому что в разных странах разная потребность, и тут назвать конкретно, что где лучше продавать, я не могу, потому что я не специализируюсь в этом направлении, но абсолютно все, что вы производите, вы можете регистрировать, успешно продавать, если вы уже в самом начале позаботились о своей интеллектуальной собственности. Вы можете пробовать продавать в разных юрисдикциях и потом делать для себя выводы, где лучше это делать. Есть такое понятие договор о неразглашении, NDA, да? Надо ли его подписывать вместе с китайскими фабриками? Если надо, то в каких случаях? И должен ли он быть отдельным договором в каких-то случаях? Или он должен быть просто частью
некими пунктами в общем том или ином договоре? Подписывать его обязательно, и лучше, если это будет отдельный договор. Можно включить в основной договор, который вы подписываете, но лучше сделать его отдельным, и это обязательно, это в самом начале, как только вы начинаете работать с китайским партнером, вам нужно сделать такой договор, чтобы потом не столкнуться с тем, что кто-то использует ваши названия, ваши чертежи, другие материалы, которые вы передаете фабрике. Обязательно нужно подписать NDA в самом начале, то есть как только вы начинаете работать. Но он не заменяет вот остальные инструменты, которые мы сегодня в ходе беседы проговорили. Это как бы общий такой договор, что я вам что-то буду передавать, и вы Да. никому не рассказываете. Давайте смоделируем ситуацию. Если я обращаюсь в Китай и хочу там заниматься ОДМ производством, то есть производством некого товара, прям так скажем, с нуля, то тогда у меня должен быть контракт на закупку, чтобы переводить туда деньги. NDA договор про неразглашение любых каких-то коммерческих подробностей, договор про неиспользование моих молдов, форм и вот каких-то таких вещей, и желательно еще зарегистрированный торговая марка и, возможно, даже патент на дизайн, если я там какой-то дизайн разрабатываю. То есть у меня вот насчиталось 5 документов. Да, это все можно делать пошагово. То есть вначале вам обязательно нужно NDA, а потом уже все остальное в процессе переговоров и в процессе вашей деятельности делать. Но сначала обязательно NDA. NDA мы заключаем перед тем, как мы в принципе начинаем какие-то переговоры подобные. Да. Да, Перед тем, как вы что-либо передаете китайцам, вы должны подписать NDA. это логично. Мне, чтобы они рассчитали стоимость и перейти к какому-то контракту, что-то заплатить, мне им надо показать свои требования, а перед тем, как показать требования, надо сказать, давайте вы их никому не будете вот все эти мои подробности рассказывать. То есть выходит у нас сначала NDA, потом, наверное, контракт на производство, потом контракт Да, про неиспользование молдов, ну и там уже параллельно регистрация торговой марки и патента на дизайн. да, В да, вашей абсолютно. практике есть еще какие-то применимые в тех или иных случаях патенты, которые в ходу в Китае? Мы проговорили патент на дизайн, либо там на опытный образец. Я так понимаю, это плюс-минус одно и то же. Какие-то другие еще есть? Да, это может быть патент на технологии. То есть если вы придумали уникальную технологию для какого-то товара, а такое еще не существует нигде на рынке, это ваше изобретение, то вы можете зарегистрировать это изобретение в Китае также, как и патент на дизайн, это патент на изобретение, и таким образом защитить свою технологию. Еще какие-то? Авторское право еще один инструмент. Если это касается, к примеру, фотографий ваших продуктов, ну, это уже потом, когда вы уже продаете, вы можете зарегистрировать авторское право в Китае. Также это весь рекламный контент. Иногда даже это может быть внешний вид вашего товара. Ну, это в отдельных случаях, мы их уже рассматриваем отдельно. И все рекламные тексты, видео, фотографии, это все можно зарегистрировать как авторское право, потому что часто китайцы также воруют и фотографии наших клиентах и используют их как свои. Таким способом можно их тоже блокировать. Да, от себя я добавлю для людей, которые нас смотрят, что по моей практике, да, в Китае действительно много каких-то копий, и они на этом в свое время неплохо подняли экономику, продавая эти товары, и до сих пор продают, хотя и делают вид, что борются с этим. Но, тем не менее, если это некие торговые марки китайские, либо зарегистрированные в Китае, они вот очень строго это соблюдают, и я не вижу никогда каких-то копий там Xiaomi или что-то такое, чтобы оно продавалось, или там супер очень аккуратно, потому что закон внутри Китая
если ты внедрен в Китай, если ты там все зарегистрировал, очень хорошо работает, и ты действительно можешь истребовать свои права на свою интеллектуальную собственность и защищать свои права на территории Китая. Поэтому все, что мы сегодня проговорили, не надо проводить параллели с тем, что они там копируют там Nike, Adidas и так далее, и никто им не указ. Если стать обладателем торговой марки или какой-то интеллектуальной собственности именно в Китае, то тогда там очень успешно, очень действенно и так далее можно защищать свои права, поэтому действительно тут я со своей стороны это подтвержу. Хорошо, я думаю, мы в принципе довольно плодотворно все обсудили, я смотрю по моим пунктам, мы все проговорили. Мы оставим под этим видео, напомню, шаблон того договора, который можно заключать при создании молда, то есть формы на фабрике, чтобы у вас был какой-то шаблончик, скачаете, посмотрите. Вот. И я думаю, Марьяна, может быть, расщедрится и нам какие-то бонусы для желающих воспользоваться услугами. Вы же оказываете на территории Китая услуги или мы Да-да-да. просто все Да, рассказали и все? да, мы оказываем такие услуги. Хорошо, И, тогда, естественно, если у вас есть какая-то скидка или что-то, чтобы, так сказать, привлечь людей, заинтересованных на ваши услуги, то можете ее сейчас объявить. да, это будет минус 15% скидка на регистрацию интеллектуальной собственности и также бесплатная консультация от наших экспертов. Она будет длиться 30 минут. Вы можете прийти, задать свои вопросы, получить ответы и принять решение о регистрации. Спасибо. В свою очередь скажу, что мы, ну, наверное, уже около года имеем взаимоотношения с компанией Марьяны в плане, так скажем, как партнеры. Направили туда нескольких своих клиентов, которые уже воспользовались этими услугами и проводят регистрацию своей интеллектуальной собственности. Поэтому, собственно, в связи с этим мы решили записать это интервью. Поэтому компания проверенная, с хорошей репутацией на рынке. Советую всем под мою ответственность можно обращаться и не пожалеть. На этом будем прощаться. Спасибо большое за экспертную, действительно полезную информацию. Вот, думаю, всем тоже это было полезно. Не забывайте поставить лайк, поделиться с кем-то. У нас узкая ниша, но в ней тем более ценны вот такие вот знания, потому что нигде, ни в Википедии, ни в чате GPT это так подробно никто вам не разжует и не расскажет. Если будут какие-то вопросы, в комментариях оставляйте. Может, Марьяна ответит, может, мы передадим вопросы и так далее. Вот, на этом все. Спасибо. Пока. Пока.